Приветствую на канале MAF Инструкции. В этом видео я покажу, с помощью каких сервисов можно заранее посчитать стоимость транзакций в эфириуме. Я покажу два сервиса – для DeFi протоколов и для NFT. Если вас интересует только один сервис, то переходите к нему по тайм-кодам. Все ссылки я оставил в описании. Итак, первый сервис – gaznow.org. Меня здесь интересуют три блока. Первый показывает комиссию при переводе эфира. Второй блок показывает комиссию при взаимодействии с DeFi протоколами. А последняя таблица показывает средние значения ГВ за неделю. Кстати, ГВ позволяет иногда экономить на комиссиях, но об этом я расскажу позже. Для этого видео главным является второй блок, с него и начну. И в конце расскажу про таблицу и как с ее помощью можно сэкономить на транзакциях. Итак, перед вами таблица средней комиссии за транзакции. С ее помощью я могу рассчитать, сколько я заплачу комиссии при взаимодействии с разными сервисами блокчейна Ethereum. Первые два столбца, name и label, показывают, с чем вы имеете дело, с токенами или с протоколом. ERC-20 – это токены, DEX – это децентрализованные биржи, Lending – это сервисы для кредитов, Layer 2 – это приложение второго уровня для сети Ethereum, где практически нулевые комиссии. NFT – это Marketplace NFT. Столбец Interactions показывает вид операции. То есть, например, трансфер – это перевод токена, swap – это обменять токен, ну и borrow, например, это взять кредит. У каждого сервиса свой набор операций будет. Последние два столбца, Rapid и Fast, как раз показывают размер комиссии. Я буду использовать последний столбец, Fast, так как не вижу смысла переплачивать за скорость Rapid. Про скорость будет в разделе «Экономия на транзакциях». Gas Used, по сути, показывает, сколько ресурсов затрачивают майнеры, чтобы подтвердить такую транзакцию. Чем больше, тем дороже будет взаимодействие. Потратили 21 тысячу, заплатили около $5. Потратили почти 50 тысяч, заплатили почти $11. И теперь, используя эту таблицу, я смогу понять, сколько стоит та или иная комиссия до того, как начну использовать протокол. Например, я хочу поставить ликвидность в Uniswap. Кликаю по значку и открываются дополнительные пункты. Add Liquidity как раз показывает, сколько это будет стоить сейчас. Сейчас это стоит около $36. И я сразу могу посчитать всю комиссию на поставку и возврат средств, так как эту ликвидность нужно будет еще забрать. Remove Liquidity мне в этом как раз поможет. Считаю сумму, 33 плюс 45 получается 78. Ну, сейчас уже 34 плюс 46 это $80. Как видите, комиссия меняется каждые несколько секунд, поэтому я всегда говорю приблизительно. Получается около $80, то есть теперь я знаю, что если мне набежит меньше этой суммы дохода от поставки ликвидности, то особого смысла ее поставлять нету. Ну и стандартный свап на Uniswap стоит около $27 сейчас. Или, например, я хочу поставить ликвидность в Aave. Кстати, как это делать, мы записали отдельное видео с таким же названием. Депозит, по сути, и является поставкой ликвидности. Сейчас это стоит около $47, то есть даже больше, чем у Uniswap, за поставку USDC. Если вы будете делать депозит в Aave, USDT или другим стейблкоином, стоимость будет примерно та же самая. Я говорю всегда примерные цифры, так как комиссии будут меняться в зависимости от загрузки сети Ethereum. То есть в какой-то момент они могут стоить не $50, а 100. И наоборот 25. Поэтому перед обменом лучше еще раз зайти на Gaznow и проверить актуальные комиссии. Ну а если вам совсем не нравятся комиссии, то можно рассчитать, сколько стоит переход на L2 решение. Тут показаны сервисы ZK Sync и Loopring. Но есть, например, еще Matic, который Polygon, и, к примеру, Aave, его уже подключили. Стоит это примерно от $14 до $18 в среднем.
переход с блокчейна Ethereum на второй уровень протоколов. Ссылки на все сервисы в видео я оставил в описании. Теперь вернемся к первому блоку. После того, как вы поняли, где и как смотреть комиссии для протоколов DeFi, сейчас покажу, как с помощью GasNow экономить на комиссии. Здесь большие цифры показывают размер значения GWay, а ниже показана примерная комиссия в долларах и сколько примерно будет подтверждаться ваша транзакция. Разбито все на 4 блока, от практически моментального подтверждения Rapid до самого медленного Slow. Ниже ставить просто нету смысла, транзакция может зависнуть. Кстати, что сделать с зависшей транзакцией, мы рассказали в другом видео, поэтому кому интересно, то переходите по подсказке. Мне кажется, скорость Fast является оптимальной, если вот нужно, чтобы вот прямо сейчас все подтвердилось. На примере MetaMask сейчас покажу, как эта информация позволит сэкономить. Захожу в MetaMask и нажимаю «Отправить», выбираю кошелек и нажимаю «Далее». Здесь указана цена топлива GWay. Сейчас она 73, что даже выше, чем Fast. И размер комиссии $5.44. И тут важно, если мы не торопимся, то ставим размер GWay чуть выше Slow, то есть 50. Как видим, размер комиссии теперь 3.72. То есть мы сэкономили на комиссии чуть больше $1. И с помощью сервиса я узнал две вещи. Сколько мне нужно заплатить и сколько я сэкономлю. Еще больше сэкономить мне поможет последняя таблица. Она показывает цену GWay в течение предыдущей недели. Здесь по часам видно, сколько и когда стоила в среднем транзакция. Фильтр тут настроен на быструю отправку, я бы здесь ничего не менял. И если сейчас размер GWay 50 для медленного, то, например, в воскресенье размер GWay был около 25 за быстрое подтверждение. То есть мы бы заплатили меньше, а подтвердилась транзакция практически моментально. Таблица, конечно, не гарантирует, что в следующее воскресенье будут такие же низкие комиссии, но с помощью нее я могу примерно спрогнозировать, когда лучше всего совершать транзакции. И если я могу отправить не сегодня, а через пару дней, то я лучше так и сделаю, еще немного сэкономив. И еще обратите внимание, что во все дни после 16 часов цена повышается. Уже это позволяет планировать так, чтобы вечером совершать транзакции по минимуму, а совершить их, например, днем. Теперь покажу второй сервис для расчета комиссии NFT. gas.metasync.app. Здесь показаны два популярных сервиса Rarible и Foundation. Буду показывать все на примере Rarible. Коротко о комиссиях, которые вам могут встретиться. Mint – это загрузка вашего файла и создание NFT. AcceptBit – это комиссия за принятие ставки. Как видим, цена практически такая же, как у Mint, но чуть-чуть повыше. Поэтому выгоднее не принимать ставки, а продавать за фиксированную цену. Approve – это подтверждение вашего кошелька. Это действие нужно совершать только при первом создании в новой коллекции. Трансфер – отправление NFT на другой адрес. Например, вы кому-то хотите подарить свою работу, либо вы лично договорились об обмене. Burn – просто удаление вашего NFT. MakeBid – сделать ставку. Дороже всего стоит создание коллекции. За создание коллекции с токенами в единственном экземпляре вы заплатите больше, чем за создание такой же коллекции, но с токенами в нескольких экземплярах. Теперь, заранее зная все комиссии, я могу рассчитать стоимость моего NFT с их учетом. Я уже не буду выставлять NFT стоимостью $100, так как половину я отдам на комиссии. И еще, заранее зная комиссию AcceptBit, я знаю, сколько примерно у меня должно быть на кошельке эфира, чтобы сразу подтвердить покупку. На этом все. В видео я показал, как узнать стоимость транзакций при использовании DeFi протоколов и создании NFT, и как использовать эту информацию, чтобы сэкономить. Если инструкция оказалась полезной, ставьте лайк. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях.